она плохая, что она нас бросила. Кукушка, бросив детей. С мужиками везде она. А сейчас дети-то где? Проживает у моего сына. И вы считаете, что ей понадобились дети, чтобы через них эти выплаты забрать, Ну, да? скорее всего. Мы готовимся их забрать домой. Почему вас суд ограничил в правах? Отстранилась от детей. Поведение Галины изменилось по отношению к детям. Что изменилось? Начались регулярные встречи с детьми. Да зачем они ей нужны? Мы 2 года их сами воспитываем, обеспечиваем полностью. Ты хоть копейку заработала в этой жизни? Шаталась со всеми. Везде у тебя мужики. Я будущий муж Галины. Я готов их усыновить, воспитать, поднять на ноги. А общих планируете? Пока нет, так как заберем мы сейчас 2 сначала. Следующая наша героиня. Она убеждена, что вам с ней грозит опасность. Вот почему она так думает, давайте мы у Олеси и спросим. Добрый день. Но то, что мужик может уйти из дома за хлебом или вынести мусор и не вернуться, мы уже привыкли. Ну, так во всех анекдотах, байках, прибаутках рассказывают. Я не проверяла, а ты? Я не уходил. Ну вот. А сегодня у нас мама за хлебушком сходила, а домой вернуться забыла. А дома дети. Интересная история. Сегодня в нашей студии Марина Симагина из Челябинской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Что случилось? Рассказывайте. С чем Я пришли? хочу лишить свою бывшую сноху Симагину Галину Викторовну родительских прав. Она у нас кукушка, бросив детей. А сколько детей-то? 2. Ну, у нее 3, но Так. 3 не наш. Ага. Наши 2 Кирилл, 3 годика, Ой, маленький совсем. И Миш 5. и Миша 5. И она их бросила и ушла. Она бросила вообще в Магнитогорске. Им было всего, Кирише было 5 месяцев, а Мише, ну, около года 8 или 2, вот так. А на вот. кого она их бросила-то? Она поехала в гости к подружке и бросила у этой подружки. Сын пришел с работы, ее дома нету. Так. Она там, ну, я не знаю, неделю, может, там была. Он, значит, мне звонит и говорит: мам, подруга мне звонила ее. Говорит: приезжай, забери своих детей. Короче, он поехал, детей забрал, Да. а мама-то объявилась, нет? Нет, он приехал туда, забрал. И дети стали жить с вашим сыном, правильно Ну, же? один маленький, который 5 месяцев, он меня привез. А который год и Постарше 8. он и в садик водил. А в садик водил и работал? Да. А мамаша-то появлялась? Нет, она даже не звонила И он пошел в суд. в суд, лишил ее прописки. Вот. И она на суд даже не явилась. То есть, смотрите, сначала он определил место жительства, значит, детей с ним, правильно же? Да. Так, а это через суд, то есть это решение суда. А дальше он ее в правах ограничил? Нет, он не успел. Он звонит: мама, я подписал контракт. Он ушел на СВО. Да, он ушел на СО. А детки с кем остались? Дети были, пока я не лишила, не ограничила ее, были тоже у меня сперва 6 месяцев. А сейчас вы ее хотите лишить прав? Лишить ее прав. А сейчас дети-то где проживают? Дети сейчас проживают у моего сына, который опекун. Почему он опекун? Потому что сын перед тем, как уйти в штурм, сделал, как на видео... Видеообращение. Вижу официальный документ, что суд действительно назначил опекуном брата Дениса. Симагина Валерия Викторовича. Да. А почему вы хотите ее лишить-то родительских Мы прав? хотим ее полностью лишить, потому что она гуляющая, что с мужиками везде она гуляется. Ей дети, вот она за... Слушайте, но она уже ограничена, она вас как-то достает. Я к тому, что вот вам сейчас зачем эти судебные тяжбы? Для чего? Просто интересно. Но она сейчас вот в связи с гибелью ей понуждались дети.
А дети это что? Это выплаты уж, простите, пожалуйста. Потому что дети же прямые наследники, правильно? Им положены выплаты Ну да. за погибшего отца. И вы считаете, что ей понадобились дети, чтобы через них эти выплаты забрать, Ну, да? скорее всего, Мгм. А она с вашим сыном погибшим в официальном браке? да. Он не успел Он, развестись? он подал заявление, Не успели развести? да, не развели, потому что они позвонили, мировой суд, туда, а он уже не на связи был. И как получается, он госпошлину, что ли, не уплатил, нам так объяснили. Скажите мне, И пожалуйста, их не развели. а вот младший ее ребенок, Богдана, он точно не от вашего сына? Нет, А Она- записан А на кого? записан на кого? на моего сына. Ну, потому что они в браке Да, в они официальном, потому что конечно, в он браке. записан на него. А она сама сейчас где живет? Она, я не могу сказать, она везде шастает. Вы нам показали, как Галина отдыхает, небольшой кусочек видео. Давайте посмотрим. Ты сейчас кружки водку пьешь? Нет, я мешаю себе, короче, водку наливаю в кружку и колу сверху. Господи. Слушайте, а сколько ей лет-то? Вот я понять не могу по видео. Ну, она 2001 года. Ну, когда ваш сын с ней сошелся, ей сколько было? Ей было 15 лет. 15 лет? Да, мы не знали. Он мне говорит, да ей уже 17-18 вроде бы, как она сказала. Ну, я говорю, Я ну, так понимаю, что в тот момент, когда они познакомились, она была в детском доме. да. А как мне интересно, девочка, которая воспитывается в детском доме в 15 лет, может оказаться в квартире у какого-то мужика? Вопрос, где дом? Он Она же за- привел вам ее жить? Ну, как не жить, они познакомились, он приехал, ну, там, чаем поил, и, ну, я думала, Ну, это а когда им- они стали жить вместе? Когда они расписались? А расписались они в 19 году. 20. Вот как ей 18 исполнилось, так они расписались. Да. А родила она в каком возрасте? Первого родила на 20 году. Ну, после Мишу, свадьбы уже. А 22-м второго. Так, понятно. Понятно. Хорошо, слушайте, ну мы вашу-то историю услышали, да. То есть ее все это время, пока вот она их оставила, она не появлялась. в А вашей сейчас жизни? объявилась, что ли? Вот вы говорите, Да. она объявилась. И Она что говорит? Ну, ничего, просто с нами судится, надо детей ей. То есть она тоже пошла в суд, чтобы снять с себя ограничение прав? Да, или да, что? да. То есть она пошла Она в хочет суд. забрать их, что... Все понятно, да. Ну давайте, раз уж Галина приехала, к нам позовем и спросим, что там за жизнь у нее такая. Магину хватит брать, я своих детей все равно заберу и вам не отдам их. А Ну, сейчас зачем вы не можете отдавала? забрать детей, вы ограничены. Потому в правах. что подружка была у меня в гостях, он начал на меня сильно наезжать, потом он лег спать, мы собрались с подружкой и уехали к ней в гости. Отлично. Вместе с А детьми. детей Вместе почему? с детьми я уехала к ней. А детей почему вы оставили у подружки? Я пошла в магазин, Денис до этого ей писал, то, что прости меня, пожалуйста, больше такого не будет. Я говорила нет, нет, и потом в черный список его закидывала. Ваша подружка позвонила ему и сказала, забери детей. Он приехал и забрал. Вы где были? Я была в магазине, когда он детей забрал. Что потом было? Почему вы их сразу не забрали, детей? Я звонила Денису. Он сказал, если я буду... Он в потом- черном списке, как вы ему звонили? Нет, я позвонила, когда Денису. Он сказал, если я к воротам подойду, он будет вызывать опеку, либо полицию. А вы что, не мать? Мать. Ну и что? Он бы вызвал полицию, а вы бы сказали, а там мои дети, дальше что? Они всегда... получается, когда мы с Денисом жили, он постоянно меня пугал опекой и так далее. А То, зачем вы пугались? Ну вы что, маленький ребенок, что ли? Но речь же идет о ваших детях, не о каких-то чужих. Вы были на суде, который вас ограничил в родительских Да, правах? да, была. И А что- ваша свекровь сказала, что не были. Я на всех судах была. Почему вас суд ограничил в правах?
Потому что отстранилась от детей. Это такая формулировка суда? Нет, это я так говорю, то я не знаю, как там. Хорошо, А вы когда вас- читали решение суда? Нет. Вы же были на суде. Ну, у меня занимается всем... Я не понимаю, я в этом не разбираюсь. У меня... Просто любой человек, который не согласен, тем более с решением суда, точно знает формулировку, за что вас ограничили в правах. Если вы не знаете, за что вас ограничили, значит, у вас нет желания вернуть этих детей. Потому что только от этой формулировки зависит ваша возможность их вернуть. А каким образом дети старшие остались у вашего мужа, а Богдан с вами? Я, получается, приезжала, мы мирились с Денисом. Я приехала, получается, к детям. Мы с ним помирились, и я от него забеременела. Помирились. Дениса. Но с Да, мы детьми пи- не остались. А Богдан это ваш, его ребенок? Да. Богдан. А Да. почему вы отказались сделать тест ДНК? Но я не собираюсь Симагиным доказывать. У них, получается... Почему Симагиным? Вы никому не... Смотрите, вам не надо им ничего доказывать. Если вы так уверены в своей правоте, сдайте тест ДНК, от вас все Сдадим. останут. А, то есть вы готовы? Да. После программы сдать тест ДНК. Хорошо, прекрасно, договорились. Вы когда детей последний раз видели старших? Последний раз я видала их в октябре. С какого года? 24-го года, в октябре их видала. Свой год не видели. Подождите, вы же видели с ней не так давно, видимо, на площадке, поскольку дали нам видео посмотреть. Давайте все вместе глянем. Миша, а я тебе кто? А кто тебе так сказал? Это такой папа. А я тебе мама. Миш, слышишь меня? Галя. И вот эта ваша встреча была год назад. Да, нет. Я еще в октябре с ними виделась. Это было в Но сентябре. вы понимаете, что дети вас просто не знают и не помнят. Что вы собираетесь с ними делать? Ну, мы будем ходить как там, к психологу, к психиатру, заниматься всей семьей. Чем заниматься? Ну, чтобы дети привыкали ко мне. Когда ваш муж погиб? 24 Чего? августа 23-го года, по-моему. 24-го года. Так. То есть вы не знаете, когда он погиб? А вы вы- на выплаты претендуете как супруга? Я, получается, пришла в военкомат, и мне сказали то, что здесь прибегала мама, получается, Дениса, и говорит, если, говорит, мы вам бумажки подпишем, мне, получается, подпишут, то Марина Михайловна подаст на военкомат в суд. Понятно. Вы, когда вас ограничили в правах, вам были назначены алименты? Да, Вы их платили? нет. Почему? Ребенок маленький, и не было возможности. Какой долг у вас? А вот я вижу, 578 тысяч рублей. А как это вот в вашей голове складывается, что если нет возможности обеспечивать старших, надо родить еще младшего? У меня сейчас все есть. Чтобы обеспечить, все есть. А почему тогда у вас задолженность вот эта прежняя остается? Почему вы долг не погасили перед детьми? Вы понимаете, что пока вот эту вот бумажку мы видим, ее видит и судья, к которому вы придете для того, чтобы попросить его отменить решение об ограничении родительских Это прав. невозможно. Так он вместо этого вас лишит родительских прав, и все. Но это невозможно. В таком долге это невозможно. Вас никто не восстановит в правах. Материнский капитал вы же получали? Да. А где он? Купили дом. Кто купил дом? Ну, получается, я купила дом. Ну, И где этот дом сейчас? а его разбомбили. Кто разбомбил-то? Симагина. Мебели там нет. А зачем они это сделали? Вот бабулечка, да, пошла и разбомбила дом. Мне зачем, Марина Михайловна? Там и за свет у нас задолженность большая, потому что приезжали там и машины делали, и все. Ну, Кто приезжал? Валера, Слава. Это чей дом? Мой. Он на кого оформлен? Ну, получается, на меня, так. А вы детям доли выделяли? Он только Миша. Ты хоть копейку заработала в этой жизни вообще сама, чтобы дать государственные деньги, купить дом, а потом его на помойку выбросить? Ну как это вообще? Вы сейчас где живете сами? Сейчас живу в Магнитогорске Одна живете? с супругом. Официальным супругом? Нет. Сожителем? Сожителем мой. А он никакого отношения к Богдану не имеет? Ну, он воспитывает его.
Нет, я имею в виду, что это точно не его ребенок. Нет, А вы давно с ним живете? уже 2-й год пошел. И как он относится к вашей идее вернуть детей? Хорошо относится, хочет вернуть. Очень, он хочет. Давайте об этом чуть позже, а пока посмотрим на разбомбленный дом и на то, как вы сейчас живете. Куда дети, собственно, с вашей точки зрения, должны пойти? Этот дом куплен на материнский капитал. Я когда уехала в Челябинск, вернулась в этот дом, и тут вообще ничего не оказалось. Здесь была электрическая печка. Денис ее снял и увез к свекровке. В зале было у нас здесь гардины были, шторы были, диван был. Стенка была целая. На кухне также был здесь у нас кухонный гарнитур, газплита. Вообще как бы ничего не осталось. Здесь все растащили, поэтому здесь невозможно жить. Теперь дом стоит, рушится, и скоро он свалится весь. Эту квартиру мы снимаем 2-й год, делаем ремонт. Тут мы купили гарнитур новый, поставили замочки, потому что у меня ребенок самый шустрый такой везде. Вообще у меня для ребенка отдельная комната. Вот у меня сын Богдан, они тут постоянно играют. Тёма играет постоянно. Эта кровать, получается, Богдашина у меня. Эти кровати мы купили детям старшим, Кирюше и Мише. Готовимся, чтобы их забрать домой. Тут у меня, получается, в шкафу вещи. Это Богдашины вещи у меня все. Тут у него плавочки, носочки. Игрушки я купила Кирюше и Мише. Но как мне не дают с ними видеться, они пока стоят у меня дома. Никак не могу отдать. Здесь у меня, получается, вещи Кирюшины и Мишины. Ну, пока еще не все докупили. Мы специально закупили, чтобы уже дети приехали и жили со мной. Поскольку у нас ваш юрист в студии, Артем, это же вы, правильно я понимаю? Да, я попрошу профессионала поговорить с юристом о том, что сейчас происходит, чего они хотят добиться, возможно это или невозможно. Артем, а у вас сейчас какой иск подан с вашей стороны? Сейчас на данный момент подали иск об определении времени общения с детьми в суд, поскольку... Об определении порядка общения, да? Да. Поскольку Симагины препятствуют, не дают видеться нормально с детьми. Подождите, но она ограничена в правах. Это их право. Вы же подавали иск об отмене ограничений родительских прав? Да, то есть... Подавая иск об отмене ограничений в родительских правах при наличии большой задолженности по алиментным обязательствам. Вы на что рассчитывали? Это задолженность, ведь тюрьма вообще-то, ну, на секунду. если почитать решение суда, то суд эту задолженность посчитал незначительным обстоятельством, поскольку на момент образования этой задолженности Галина не могла работать. Хорошо, тогда скажите нам, по каким основаниям ее не восстановили в родительских правах? Именно по финансовой составляющей. Вы нам только что сказали, что это не является значимым обстоятельством. Так а вот чем суд мотивировал такое решение? Мотивировал тем, что почему не лишили родительских прав, потому что поведение Галины изменилось по отношению к детям. Что изменилось с момента, когда ее ограничивали, и в настоящий момент? Что изменилось? Начались регулярные встречи с детьми. Так вам же не дают. Так она только что сказала, что она... Встречи, которые мы могли доказать, мы доказали то, что эти были встречи. Решение-то было вынесено, получается, в 2024 году. Сейчас оно уже прошло апелляционную, кассационную инстанцию, решение оставлено в силе. Можно все-таки я сейчас к деньгам вернусь? Я так и не понял, что с выплатами произошло. Во-первых, детям должна была быть назначена пенсия по потере кормильца. Она назначена? Да. Опекуны получают? Да. За младшего, за Богдана вы Ничего не получаете получила. пенсию? Как не получаете? Не получила. Почему? Потому что военкомат ждет решения суда. Симагины подали несколько исковых заявлений об оспаривании отцовства. А вы знали, что ваш супруг подал на развод? Нет, не знала. Я в суде узнала. Ну, что он подал на развод? Да, в суде только мне сказали. А последнюю волю вы его видели, конечно. Да. Мы, естественно, с опекуном детей
поговорили, но из-за этой ситуации он себя не очень хорошо чувствует. Но супруга его приехала для того, чтобы и на вас посмотреть, и рассказать, какие у них-то планы на детишек. Давайте Ксению позовем в студию. Галя, тебе никто никогда не запрещал видеться с детьми, ты сама никогда не проявляешь инициативу. Мы 2 года их сами воспитываем, обеспечиваем полностью. То есть к вам она ни разу не обращалась с тем, что вот дайте мне повидать детей? Или все-таки Она обращалась? писала, как бы, ну, у меня 2 недели муж работает на вахте, она в это время как бы старалась писать, как будто знала, что он на работе. И А официальным либо... опекуном только он является? Да, только он. Ага. Ну растут они вместе, ну, в вашей семье. Да, у вас мы у самой вместе... дети есть? Да, мы воспитываем еще, помимо Миши с Кирюшей, своего сына Артема и дочку Алису. Слушайте, ну так а в итоге-то она вот пишет, можно детей увидеть, и дальше что? Или как Ну это все вот, происходит? да, что увидеться с детьми. Ну, у меня либо муж на работе эти 2 недели, либо она писала как-то поздно вечером. У детей как бы есть свой график. Мы как бы после садика приходим, ужинаем, как бы занимаемся детьми и отдыхать А полдесятого. зачем вы дом, купленный на материнский капитал, разбомбили? Нет, это совершенно не мы. Как бы, Но она всю семью обвиняет в этом. да, мы вообще к этому никак где не мебель вся? причастны. Потому что нам не нужно ничего, у нас есть как бы все свое. А мебель-то где? Да я откуда знаю, где Да, но у мебель вас это эта вся. мебель вся стоит. За все время, что вот она была ограничена в правах, вы хоть копейку от нее получили? Нет, она все как бы пыталась написать Валере, что скинь мне номер карты, и так и никогда ничего не скидывала. Ну, вы нам показали свой дом, с семьей познакомились, с детьми, с ее тоже. Давайте посмотрим. Когда муж забрал Мишу с Кирюшей, мы переехали в свой большой дом. Места хватает всем. Здесь у нас кухня, 2-й этаж, там у нас 2 комнаты. Здесь у нас детская комната. Дочка постоянно у меня на руках, не слазит. Наклеечку держи. Иди бабе покажи. Иди бабе отдай. Бабушка наша помощница. Без нее бы мы не справились. Это мой Артем, покровный сын. Это наш Мишаня. Кирюша, иди сюда. Иди скорее. Это у нас Кирюша. Через 2 года Миша у нас идет в школу, и мы вот потихонечку начинаем заниматься, учим цифры, буквы. Какая циферка? 5. Молодец, давай вот обводи циферку 5. Давай дальше покажем, какие циферки умеешь считать. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кирюша как бы у нас от этого пока освобожден, он еще маленький, ему нужно бегать, скакать, прыгать. Мама, А вот как он переехал, наверное, неделю спустя, он, смотря, наверное, на Артема, моего вот кровного сына, он начал меня мамой называть. А вот это кто? мама, я мама. Я люблю сердечки маме рисовать. А вот это кто? Мой папа. Не мой папа. Мой. Мой. Мальчишки, а это кто? Дядя. Дядя какой? Добрый. Он покупает всем игрушки. А это кто? Моя баба. А бабушка какая? Старенькая. Старенькая? А хорошая или плохая? Хорошая. Она любит сейчас готовить суп и сейчас лапшу вкусно готовит. А вы знаете, кто это? Это Галя. Она плохая, что она нас бросила. И папу, а Галя тоже его бросил. Так когда все-таки последний раз она просила вас о встрече с детьми? Последний раз, наверное, она вот как раз узнала, наверное, в мужском-женском, начала написывать. Но так она пишет, как бы узнает, как дела у детей. А она приходила в садик к детям? Нет, вот не в садик. Вот когда Денис только пропал, она приехала.
Пошла в военкомат, в садик, вот, один раз ходила, и все. То есть, больше когда он я- пропал, она только приехала, да? Да. А вы тоже не верите в ее искренние Нет, намерения? нет. А в том, что младший — это сын Дениса, верите? Нет, не верю, потому что... А Денис сам-то верил, что это его сын? Нет. Он не знал вообще. Нет, я думаю, Что вообще он не нет. знал? Третий, что ребенок у нее будет. Как не знал, у него даже было УЗИ. Откуда он знал, если 8 месяцев ты не проживала, шаталась со всеми, везде у тебя мужики? То есть он даже не знал, что есть ребенок? Да. Ну, вы же нам сказали, что вы в любом случае сдадите тест ДНК, да? Хорошо. Все-таки у Галины есть надежная поддержка и опора. Человек, который даже, видите, кровати купил Мужик. детям. Хотя суд отказал, в общем, в праве. Ну, молодец, конечно. Артем и к нам приехал. Давайте его позовем. Уважаемые Мария Михайловна, Кристина, я будущий муж Галины. Я готов их взять, усыновить, воспитать, поднять на ноги. Но мы все равно добьемся, даже что говорили про эти элементы, мы их погасим, но детей мы все равно заберем всех. Слушай, был бы мужик, закрыл бы долг по алиментам, вышел бы сюда, предъявил бумагу, а так все это бла-бла-бла-бла-бла. Раньше она не работала. Как могли быть это поставлены элементы? Еще раз говорю, Не было если ты дохода. мужик, приди и закрой ее долг. Ну, дохода раньше у нее не было. Сейчас, Артем. в данный момент, как все начинается, мы готовы это погасить. Артем, вы же видите, что ситуация очень непростая. Ну, непростая, потому что мама 2 года не появлялась в жизни детей, в принципе. И суды уже все сказали. Ее ограничили в правах, ей отказали в восстановлении в правах. У нее громадные алименты, из-за которых она может в тюрьму пойти. Ну, со срочкой, поскольку младшему, там, он грудничок еще, да. Но это серьезная ситуация. Вот вы как мужчина, Ну, что, даже вот взять, что собираетесь делать, кроме того, что вы купили опрометчивые рано кроватки? Дети вырастут, пока эти кроватки понадобятся. Ну, даже вот вы как говорите, что элементы и по ограничению. Но суд же даже и он и не и не лишает родительских прав. Да, И не в их стороне, и не в нашей стороне. да. Ну, а сейчас получается как, что детей-то, они между небом и так далее находятся, что ни там, ни там. Дети находятся как раз-таки в семье. А между небом и Тадам находитесь вы. Совершенно не понимая, что вокруг вас происходит. Вы собираетесь еще детей? Детей пока нет, так как заберем мы сейчас 2 сначала. Ага. А общих планируете? Конечно. В А будущем, да. вы своих родителей познакомили с Галей? Они так знают ее. И как? Они относятся к ней хорошо. Я почему спрашиваю? Потому что у нас есть еще одна женщина, которая к нам приехала, следующая наша героиня. Зовут ее Олеся. Она убеждена, что все, кто так или иначе с Галиной сталкивается, попадают в ее сети, и что она не такая уж беленькая и пушистенькая, какой здесь нам кажется. И что вам с ней грозит опасность. Вот почему она так думает, давайте мы у Олеси и спросим. Здравствуйте, студия. И что, ты думаешь, она хорошая жена? Она хорошая мама для детей. Для детей, да. Дай бог, Но что она не по вашу сторону. Да. У меня 6 детей. Я не в разводе. Дети со мной. Чистые, одетые, обутые. Спроси каждый. Все за меня. Но за эту, поверь, нет. Ты спроси, твои родители не против? Они не против, Да? как я и говорил. Скажи. Что ну а вас-то, у вас есть свои Скажи, дети, что- так воспитывайте что папа своих сказал. детей. Скажи, что папа сказал. Папа, ты не против, вы точно? Но я не знаю, что у меня отец там говорит. Ну и вот. А Я что с вами в отец таких сказал? хороших отношениях. Нам-то расскажите, что отец его сказал. Он бы пошел бы на суд, но он не хочет против сына идти. Если хочет отец, он и пойдет. Да. То есть он против Гали? Да. Ну, предъявите. А как. почему? Слова, они есть слова. А почему отец Ну, против потому Гали? что про нее плохие слухи везде. Она знается, как... Он ее и видел. Да, что плохой человек. Ну, типа, что она с мужиками гуляет? Да? Что она да, гуляющая? Да. Вы да. сами наблюдали гулянки Да, Галины? да. Она и пьет, она и курит. Дома бардак всегда, Скажите кроватка мне, грязная. Послушайте, мне вот что важно. Это правда, что Галина могла выпивать даже со своей мамой, которая была ограничена в правах на нее? Да. И как давно это было?
Давно не знаю, я в деревне жила, но они часто. Мы не выпиваем, не сказать, что мы сидим прям выпиваем. Когда гости, когда у нас у всех, ну, там праздники, тогда мы сидим, выпиваем, а так нет. А почему Чтобы- маму ограничили в родительских правах на вас? Она жила с отчимом у меня, получается, и мы с ним не хотели жить, и мы сами написали отказную от мамы. У нас бывшая соседка ваша, тоже в студии. Вы эту семью знаете не понаслышке, да? Ну, Симагинов. Семагин. Да, хорошо знаю. Всю жизнь в деревне вместе прожили. Ну вот вы как соседка, вы спокойны за детей в этой семье? В этой, конечно, на 100%. А если они к Гале вернутся? Ой, не дай бог. Почему? Да зачем они ей нужны? А вы не верите ей? Смотрите, она сидит тут еле-еле разговаривает. Нет, вообще. А почему не верите? Да не нужны ей дети, ей нужны деньги. Галин, скажите мне, пожалуйста, вот вы сказали, что вы обращались несколько раз к опекунам, но они не дают вам возможности общаться с детьми, верно? А в органы опеки вы обращались? Да, мы иск подавали, чтобы с детьми видеться. Куда? Какие органы? Кварталы. Да вы что? А что тогда они вас не знают, не слышали, не понимают? Но они нам сказали, что вы к ним не обращались. Это что, шутка, что ли? Давайте посмотрим. Мама детей ограничена в родительских правах. Папа признан умершим в ходе участия в специальной военной операции, в связи с чем дети были переданы под опеку. Со стороны органов опеки никаких нареканий не поступало. Опекуны выполняют свои обязанности надлежащим образом. Специалисты органов опеки, конечно же, выезжали в семью опекуна. Жалоб не было никаких. В органы опеки Карталинского муниципального района мама по вопросу восстановления в родительских правах не обращалась. Вы так хотите восстановиться, вы так хотите увидеть своих детей, что самый простой путь, самый короткий, в те самые органы опеки, которые назначили опекунов. Вы почему-то не догадались сходить и написать заявление. Давайте так, мы уже с одной соседкой поговорили, послушаем и остальных. Наша любимая рубрика. Денис сюда приходил с детьми, а она такая любительница. Она больше погулять, Галя. Да. Они даже нас в долг брали, так и не отдали. Он как-то отдавал частями, а потом вот он уехал. Я, конечно, заплатила за них сама лично. Несколько тысяч вам пришлось заплатить? Ну, 2,5. То она, бывало, из дома уйдет, детей оставит. Такое было? Ну, конечно, он ее если выгонит, куда ей? Галя детей хочет себе вернуть. Ну, когда Она точно хочет их вернуть? А куда она их вернет? А у нее жилья нет. Если бы вот меня спросили, я бы не отдавал. Та тянет на себя одеяло, это тянет на себя, вот и все. Нужны им дети, что ли? И тем, и другим. Думаете, что вообще весь сыр-бор из-за денег? Конечно. Когда забрали Дениса, 2 маленьких детей у него было. Они остались у Марины, у бабушки. Ухаживала она, дети были опрятные, накормленные, сытые. Про маму она не ездила. Я, по крайней мере, вообще ее даже глаза не видела. Все время с отцом. В общем, они всегда вот пропадали здесь, у бабушки. В основном все. Отец еще работал у них же. Дети должны быть с матерью. Вот я понимаю, но с матерью, которая заботится, которая готова воспитывать ребенка, понимаете? Но не такая, как она. Когда я, как сказать, связь была, но я помощником работала, и приводил папа. То папа приведет, то вот именно брата родного, жена приведет. А маму видно было вообще? Я раз маму видела. Один единственный раз. Мама ушла, оставила детей. Мишенька очень скучал, и он который раз и плачет, и на руки возьмем, говорит: мама, мама, мама. А мамы не было. А мама оставила. Он искал, чего, и меня мамой называл. И Я так вот поняла, она даже им не звонила. Не звонила, не общалась. Понятно, что у вас была очень тяжелая судьба, Галина. Ну, очень тяжелая, непростая. Но зачем вы все это затеяли? Все очень прозрачно и понятно. Вам дети не нужны были тогда, и они вам не нужны сейчас. То, что вам нужно сейчас, тоже понятно. Но ради денег забирать у детей возможность вырасти в нормальной семье — это очень низко и даже подло. Почему я считаю, что вам не надо отдавать детей? Потому что у вас, я не увидел никакого материнского чувства.
Она не понимает элементарных вещей, что делать это нельзя, что это матери так не поступают. Не нужно устраивать какие-то войны, там, перипетии с той стороной. Той стороне вы должны сейчас быть максимально благодарны, потому что сейчас в студии все говорят очевидные и правдивые вещи, что если по какой-то причине они бы не стали брать на себя ответственность и воспитывать ваших детей на протяжении такого большого количества времени, ваши дети повторили бы вашу судьбу, и они оказались бы в детском доме. Вам нужно с ними выстроить отношения, чтобы хотя бы чуть-чуть, по какому-то небольшому количеству времени видеть своих детей. И правильно все в студии сказали, хотя бы издалека. Ваши дети вас не знают. Они называют мамами всех на свете. И тетушку, и бабушку. Они на вас просто категорически настроены негативно к вам, по отношению к вам. И дети вас знать не хотят. Вы технически не готовы к тому, чтобы забрать этих детей. Вы не очень понимаете, что с ними надо делать. У вас нет опыта этого построения отношений с детьми. А они уже взрослые, побывавшие в той семье, где им там дали тепла, заботы. А вот у вас на лице эмоции не возникают. И это видно. Поэтому вам сейчас нужно уже строить свои отношения с Артемом, воспитывать того ребенка, который остался у вас, начать развивать эту жизнь, приходить, общаться с этими детьми, чтобы они когда-нибудь узнали, что есть вот тетя, есть бабушка, есть мама. Но так жизнь сложилась, что я живу с тетей, а мама приходит, у меня с мамой свои отношения. Вот с тетей вот такие отношения, а с мамой такие. И тогда у ребенка будет и опыт семьи, и ощущение, что есть мама, которая не бросила. Но этой мамой надо стать. Спасибо. А вот к Артему вопрос простой. А ты готов переехать сейчас в их город из Магнитогорска? Для чего мне в их город? Если Я у нас- тебе если объясню, нет? зачем. Ну я готов, если надо. Для того, этого. чтобы у нее появилась возможность, понимаешь, детей видеть. Приходить к детям и начинать с ними общаться. Зачем? Нет, вы- Он мне рассказывает, зачем. Да, он вам не поможет наладить отношения с детьми. Наоборот. Вы что добиваетесь? Вы что хотите? С мужиком с этим жить? Или с детьми восстанавливать отношения? Ну так и детей восстанавливайте. Они оба стали выпивать. И отец душил мать. Хочу, чтобы родители лишили прав. Так хоть квартиру получу. А у вас давно такие отношения с ними? После того, как отец вернулся обратно к нам в семью. А это сразу видно наш парень. На него всегда можно положиться. У нас с отцом опустились руки с ней бороться. А выгнали зачем? Потому что они меня не обеспечивали. Так вы ее обязаны обеспечивать. Не государство должно ее кормить. Она меня била кочергой, била кулаками по лицу. Хочет отобрать дом и вас всех на улицу выгнать? Да, я думаю так. Она имеет право свою долю в этом доме продать. И ты бы не была бы с пробитой головой! Вот врушка-то сидит. Здесь решается судьба моей племянницы. И голову он ей прошибал? Было дело, Маш, что врешь? Ну вы били ее лопатой? Выбил телефон у нее и все. Вот кто ты после этого, Плохой скажи мне. отец. К нам приехала ваша соседка. Послушаем, что она скажет.